Всем привет! Сегодня я поделюсь рецептом муссового торта Рафаэлло. Если вам интересно, смотрите дальше. Для торта Рафаэлло я испекла бисквит Джоконда. Подробный рецепт есть на канале, ссылку оставлю в описании. Чтобы бисквит был максимально со вкусом Рафаэлло, я и в сам бисквит добавляю кокосовую стружку и сверху посыпаю дополнительно кокосовой стружкой. Беру кольцо нужного размера и выдавливаю коржи. Бисквит я выпекаю на противне 30 на 40. Конечно, можно и выпекать сразу в кольцах. Тесто наливаем максимум 1 см высотой. Этот бисквит не выпекается высокий. У этого бисквита идеальный вкус не только для торта Рафаэлло, но еще для различных других тортов. Этот бисквит используется в очень популярном торте опера. Этот бисквит удобен в том, что его не надо стабилизировать в холодильнике. Испекли, остудили и кладем в торт. Бисквит особо не требует пропитки, но тут надо смотреть, с каким кремом вы его соединяете. На каждый корж наношу взбитый кокосовый ганаш. Также есть рецепт на канале, ссылку оставлю в описании. И под видео оставлю рецепт крема бисквита. В муссовом торте я ганаш кладу тонким слоем на каждый корж. Дополнительную структуру, вкус. Подготавливаю хрустящий слой. Для хрустящего слоя использую миндальное пралине, шоколад и вафельную крошку с кокосовой стружкой. На 2 коржа я посыпала хрустящими миндальными лепестками, а на 3-й корж кладу вот эту хрустящую прослойку из вафельной крошки. Распределяю довольно тонким слоем. Приступаем к самому муссу. Для мусса я использую сыр маскарпоне, кокосовое пюре, миндальное пралине, отмеряю нужного количества сливки, замоченный желатин в холодной воде, нагреваем, перемешиваем до растворения. Перемешала пралине, маскарпоне и кокосовое пюре, добавляю растопленный желатин, все перемешиваю до однородности. Если масса слишком густая, можно пару секунд поставить в микроволновку, подогреть, чтобы было удобнее перемешать. Также можно перебить все блендером до однородности. Добавляю сливки, взбитые до мягких пиков. Все перемешиваем до однородности и добавляем оставшиеся сливки. Этот мусс получается довольно плотный, густой. Так как мусс густой, я с кондитерским мешком мусс накладываю в силиконовую форму. Нанесла 1 слой мусса, кладу слой бисквита с ганашем. Если время позволяет, то коржи, промазанные ганашем и хрустящим слоем, ставим в морозилку. Тогда будет удобнее ставить коржи в мусс. По бокам отсаживаю еще мусса. Немного можно вот так отстучить форму, чтобы нигде не остались пустоты. Сверху идет следующий слой мусса. Самое главное — распределять мусс так, чтобы пустоты не были по бокам. Так собираю торт со всеми слоями
коржей. У меня 3 слоя коржа. Форма 24 см в диаметре. Подготовленный торт ставим в морозилку и замораживаем в камень. Далее украшаем по желанию. Я торт покрыла белой зеркальной глазурью и украсила вот в такой тематике для мужчины. По бокам поставила из пластичного шоколада вот такой бортик. Из шоколада сделала шрубы, гайки, рука тоже из шоколада. Декор сверху примерно 500 грамм. Конечно, муссовый торт без укрепления такой декор не удержит. Обязательно ставим на спашки, на трубочки, чтобы не повредить торт. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!